Здравствуйте, друзья! Волхвы – правители славянского мира. Память об их деяниях так старательно вычищалась из истории Руси, что теперь мы больше знаем о кельтских друидах, чем об их славянских коллегах могущественных волхвах. Не было в жизни наших далеких предков ситуаций, которые обходились без участия волхвов, а раз так, то в истории должно было сохраниться множество упоминаний о них. Но так ли это на самом деле? Увы, христианство более 1000 лет стирало любые сведения о служителях славянских богов из народной памяти и преуспело в том изрядно. Образовался даже парадокс. Почти все, что историки знают о волхвах, они почерпнули в христианских источниках. А они, конечно же, не могут быть объективными. Но даже по злобным отзывам церкви можно судить о том, каким могуществом обладали эти люди. В среде древних славян сообществу волхвов отводилась роль хранителей вековой мудрости, которую они тщательно берегли и постоянно умножали. Авторитет их был так велик, что часто превышал княжеский, и тому было две главные причины. Во-первых, волхвы традиционно являлись посредниками между миром людей и богами. Во-вторых, они были гораздо ближе к народу, чем представители княжеской власти. И важность их трудов для славянских племен была поистине неоценимой. Эти же причины позже оказались для кудесников роковыми. Владимир Красносолнышко не захотел делиться властью и сменил славянские ценности на христианство, позволившее ему объявить волхвам войну. Сейчас я расскажу вам, что удалось узнать из христианских летописей о славянских волхвах. Даже эти данные помогут вам понять, кем были волхвы для славянского народа. В славянской общине волхв одновременно исполнял роли религиозного жреца, предсказателя, мага, целителя, травника, а заодно психолога и управленца людским сообществом. Кроме того, поскольку одним из главных волховских инструментов было слово, на кудесниках лежала обязанность творить и совершенствовать племенные обряды, создавать моления и обрядовые песнопения, формулировать обращения к богам. Вполне возможно, что часть дошедших до нас древних былин тоже плод их творчества. Недаром волхвов именовали еще баянниками, от слова «баять» – говорить, рассказывать, и кощунниками – кощуна, былинный сказ. Принято считать, что между мужчинами-волхвами и женщинами-ведьмами от слова «ведать» существовало своеобразное разделение труда. Мужчины занимались общественной деятельностью тем, что касалось всего племени, а женщины отвечали за бытовую и семейную магию, знахарство и гадание на личные темы. В конце 19 века археологи нашли свидетельства тому, что волхвы были ответственны даже за календарь, по которому жила племенная община. На ритуальном кувшине, найденном неподалеку от Черняхова, с помощью особой знаковой системы были обозначены даты важнейших для подднепровских славян событий. Календарные метки обозначали наступление природных явлений, необходимых для роста урожая, и время моления об этих явлениях. Отдельно значились сроки роста злаковых культур и даты главных славянских праздников. Интересно, что сельскохозяйственная часть календаря полностью подтвердилась агротехническим справочником, выпущенным для Киевской губернии на рубеже 20-го столетия. В зависимости от времени года и наступающих праздников славянские жрецы исполняли порой совершенно различные роли. В Дивен день, например, они занимались общинным психоанализом, наставляя приходящих за советом людей. Как лучше отработать свой жизненный урок, чтобы в новом перерождении жить лучше, чем до этого. А в день Велеса волхвы исправно выполняли функции Деда Мороза. Ходили по домам, беседовали с детишками о том, чему те научились за год. И особо прилежных награждали подарками. Лентяев же, по преданию, кудесник мог заморозить насмерть. Некоторые повседневные занятия волхвов сохранились в дошедших до наших дней шуточных выражениях. Толочь воду в ступе, писать вилами по воде, бить баклуши – все это кудесники проделывали очень часто. В наше время подобные занятия считаются малопочтенными, но только потому, что многие века служители церкви намеренно искажали смысл этих действий и всячески их высмеивали. Чем же на самом деле занимались волхвы? О чудесных свойствах воды в наши дни известно многое. Например, ученые убеждены, что она обладает способностью впитывать любую информацию, а затем передавать ее.
И когда кудесник принимался толочь воду в ступе, он энергетически очищал жидкость, чтобы затем заложить в нее нужные для определенных целей сведения. В том же ключе следует толковать и писание вилами по воде. Это как раз и означает программирование воды на защиту, выздоровление, благополучие и тому подобный положительный эффект. Волхвы в прямом смысле писали по воде, нанося на нее рунические знаки с помощью ритуальной трехконечной вилки. Триглав символизировал единство трех миров – Яви, Прави и Нави. Кроме того, троекратное увеличение магических знаков давало тройную силу заклинанию. Битье баклуш тоже означало вовсе не то, что в наши дни. При появлении на свет младенца волхв замечал день и время его рождения. Затем он шел в лес, выбирал дерево в самом расцвете сил, обладающее сильной энергетикой, проводил обряд и, спрашивая у богов разрешения, и рубил растение, которое выбрал. На месте срубленного дерева полагалось посадить несколько новых, чтобы лес не вырождался. Из выбранной древесины в благоприятное время кудесник вырезал чурбаки баклуши разного размера и отдавал их в семью новорожденного. Из них отец ребенка мастерил игрушки, посуду, рукояти для инструментов и оружие. На протяжении жизни ребенка все эти предметы становились мощными оберегами. Они приносили ему удачу, придавали силу, охраняли от зла. Лики древних жрецов. При попытке представить, что представлял из себя кудесник-волхв как личность, историки неизбежно сталкиваются с противоречиями. Дело в том, что обрывочные сведения сохранились об очень разных представителях этого сообщества. Время от времени волховской дар обнаруживался и у представителей власти. Самый известный из них – князь Всеслав Полоцкий, по легенде и родившийся необычным образом от волхования. Слово о полку Игореве рассказывает, что он обучался у волхвов колдовской премудрости и мог оборачиваться серым волком, гнедым туром, ясным соколом. Умел Всеслав также видеть будущее, наводить морок на врага и прекрасно справлялся сразу с двумя должностями – славянского жреца и князя. Поскольку волхвы в совершенстве владели музыкальным искусством и мастерством сказителей, историки считают истинным волхвом и древнего певца Баяна Вещего. Прозвище Вещий он получил, видимо, как раз потому, что обладал особенным даром слова и способностью к перевоплощению. Еще один славянский жрец остался на страницах летописи, потому что устроил бунт против крещения жителей Великого Новгорода. Звали волхва-бунтовщика Богомилом Соловьем, и по поводу его прозвища есть две версии. Согласно первой, он обладал удивительным красноречием, а потому народ подчинялся ему беспрекословно. По второй версии, Богомил играл на гуслях и сказывал кощуны, словно певчая птица, отчего и получил птичье прозвание. Рассказ о другом соловье можно встретить в русских былинах и сказаниях. Это знаменитый соловей-разбойник. Историк Забылин в одной из своих работ писал: когда христианская вера проникла в Россию, она не повсюду и не сейчас подавила славянское язычество, что видим из борьбы Ильи Муромца с соловьем-разбойником, который, по сказаниям, был никто иной, как беглый жрец, скрывавшийся в лесах. В самом деле Илья Муромец, по преданию служивший Владимиру Крестителю, мог проводить карательные экспедиции против прячущихся по лесам языческих жрецов. А его битва с соловьем-разбойником была настолько яростной, что дожила до наших дней в народных рассказах. С приходом христианства на Руси разгорелась настоящая религиозная война. Волхвов безжалостно истребляли, спасались лишь те, кому удавалось скрыться в лесных чащобах. Церковь не только физически уничтожала славянских жрецов, она делала все, чтобы их авторитет в народе был разрушен, и сама память о них стерлась навсегда. Но для христианской Руси волхвы были опасны не только своим мощным влиянием на людей, а также и своими колдовскими способностями, в которых не сомневались даже священники. Сохранились строки из письма Иакова Мниха князю Владимиру. «Много бо и вольсви чудес сотвориша бесовскими мечтанием». Надо сказать, что в битве с новой верой кудесники пользовались любым оружием, и красноречием, и влиянием, и магией. В XI веке некий волхв поднял восстание в Новгороде против князя Глеба, но обманом был убит. В том же столетии волхвы организовывали бунты против христианства в Суздале, Ярославле и Киеве. И хотя все выступления жестоко подавлялись, часть жрецов уходила в леса, где продолжала оказывать духовное наставничество и другую помощь народу. На нашем канале есть видео про восстание жрецов, в
в котором все подробно рассказано. Одно из последних упоминаний о славянских жрецах относится к концу 17 столетия, когда в приказе разыскных дел допрашивали волхва Дорофейку, знахаря, предсказателя и колдуна. Под следствие кудесник попал за наведение чар на великих князей, чтобы те оказали благосклонность стольнику Андрею Безобразову. Дорофейка сознался во всех своих волхованиях, за что и был казнен. Шли столетия, и настоящих кудесников, обладающих магическим знанием, становилось все меньше. Ведовство еще действовало лишь в крестьянском быту, где с помощью нехитрых заговоров лечили людей и скотину, занимались травничеством и простейшими приворотами-отворотами. Как будто и не стало на свете могущественных служителей славянских богов. Но предание говорит, что волхвы не сгинули в битвах с христианством, а ушли за Уральские горы в глухие сибирские леса. И где-то там ждут сейчас наступления нового Золотого века, возрождения славянской Руси. Автор статьи Екатерина Кравцова. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.